Видели винтажные дома на колесах? Какими они были внутри практически 100 лет назад? Сколько стоили, что на них передвигались только миллионеры? Я расскажу вам про самые редкие и необычные автодома прошлых лет, которые и сейчас могут удивить. А в конце покажу самый невероятный дом на колесах. И начну с Airstream Clipper 1937 года выпуска. Да уж, настоящий старичок. Это редкий образец ранних автодомов, который привлекает внимание своим уникальным дизайном, напоминающим дирижабли того времени. Его создателем стал известный дизайнер Брукс Стивенс, который разработал серию из всего 26 таких автомобилей. Изначально они использовались как мобильные офисы для Western Publishing Company. Этот автодом был построен на базе шасси с кабиной над двигателем, что позволяло существенно увеличить внутреннее пространство. В некоторых версиях использовалась переднеприводная система для того, чтобы избежать необходимости в заднем карданном валу, что дополнительно освобождало место внутри. Мотор ставили Ford V8 Flathead. Однако многие экземпляры были доработаны. В более поздних модификациях можно встретить двигатели Chevrolet Small Block V8 объемом 5,3 литра, что значительно увеличивало мощность. Дизайн Airstream Clipper выделяется обтекаемыми линиями и ретро-стилем, вдохновленным аэрокосмическими технологиями. Это не просто автодом, а настоящее произведение промышленного искусства, отсылающее к зениту американского дизайна 30-х годов. Внутри автодом был оснащен всем необходимым для комфортной жизни. У него был просторный салон, туалет, иногда даже с возможностью установки ванной комнаты. А знаете, сколько стоит эта прелесть? Сегодня этот автодом является объектом коллекционирования, и несмотря на необходимость реставрации, его оценивают в диапазоне от 20 до 30 тысяч долларов. Но на одном из аукционов цена поднялась до 60 тысяч долларов благодаря его исключительной редкости. А теперь взгляните на Palomino Flashcraft Housecar. Еще один редкий представитель ранних автодомов, созданных в эпоху, когда мобильные дома только начинали набирать популярность. Этот дом на колесах был построен в 1934 году на базе шасси Ford Model BB и оснащен 220-кубовым двигателем V8 Flathead мощностью 85 лошадиных сил при 3800 оборотах в минуту. Этот автодом был уникален тем, что создавался в единичных экземплярах по индивидуальному заказу, что делало каждый такой дом неповторимым, все под запрос клиента. Flashcraft Housecar был построен на шасси стандартных автомобилей того времени, чаще всего использовались шасси Ford или другие доступные грузовые платформы, что давало ему достаточно мощности для перевозки тяжелой конструкции. Основной особенностью этого автодома была его деревянная конструкция, которая придавала автомобилю одновременно эстетическую привлекательность и функциональность. Деревянные панели и внутренние перегородки были прочными, но требовали особого ухода, особенно в условиях неблагоприятной погоды. Внутри автодом был оборудован кухней, местами для сна и минимальными удобствами, что делало его пригодным для долгих поездок. Palomino Flashcraft был популярен среди состоятельных путешественников, которые искали возможность путешествовать с комфортом, но не могли позволить себе большие, полностью обустроенные дома на колесах. В то время автодом стал символом статуса и независимости, особенно во время экономических трудностей, таких как Великая депрессия, когда подобные транспортные средства могли служить как средством путешествия, так и временным жильем. Сейчас это настоящий раритет с ценой в несколько десятков тысяч долларов, представляете? А видели дом-капсулу Cortez Aerocar? Это роскошный дом на колесах, созданный авиационным пионером Гленном Кертисом. Модель представляла собой ранний пример полуприцепов с пятой колесной сцепкой, которая позже стала стандартом в индустрии. Согласитесь, что выглядит очень стильно. Производство началось в 1928 году на заводах в Нью-Йорке и Флориде, а сам автодом был доступен исключительно по индивидуальным заказам. Внутри такие трейлеры предлагали настоящий комфорт для своего времени. Компас, барометр, кухню с холодильником, а также туалет с системой смыва, что делало их настоящими сухопутными яхтами. Модели Aerocar были дорогостоящими, около 5000 долларов, что для 30-х годов было значительной суммой, особенно в условиях Великой депрессии. Это объясняет относительно небольшое количество произведенных экземпляров, всего несколько сотен.
Тем не менее, эти трейлеры использовались не только для личных поездок, но и как передвижные офисы, шоурумы и даже зоопарки на колесах. Одним из известных примеров является комбинация Cortez Aerocar с автомобилем Graham Blue Streak, на котором американский банкир Хью Макдональд ежедневно ездил с Лонг-Айленда в Нью-Йорк. Так что, считайте, это был один из первых лимузинов. Но давайте расскажу и про классику. Ford Housecar 1935 года – это один из первых коммерческих автодомов, созданный на базе легкового автомобиля Ford F8. Он сочетал комфортные условия для путешествий и известную в то время надежность Ford. Настоящая классика. Его делали на шасси грузовиков или легковых машин. Ford Model 48 с двигателем V8 мощностью 85 лошадиных сил. Дизайн этого автомобиля сочетал стильную отделку кузова с практичным жилым пространством, что делало его идеальным для путешествий по пересеченной местности. Внутри можно было найти места для сна и хранения вещей. Этот дом на колесах стал настоящим символом раннего периода развития автодомов в США, особенно популярным среди путешественников в эпоху Великой депрессии. Стоимость Ford Housecar в 1935 году составляла около $650, что делало его достаточно дорогим по меркам того времени. Но благодаря своей прочности и надежности он оставался востребованным. Сколько стоит это чудо сейчас? Цена варьируется от 10 до 50 тысяч долларов. Все зависит от состояния и наполнения автодома, ведь это настоящий раритет. А что скажете про самый крошечный дом на колесах того времени? Roll A Home – это компактный кемпер-трейлер, созданный в 1948 году. Он завоевал популярность среди любителей путешествий благодаря своей легкости и функциональности. Трейлер Roll A Home весил менее 450 килограммов, а внутри была предусмотрена комфортная двухспальная кровать, которая могла раскладываться в течение нескольких минут. Трейлер имел систему быстрого монтажа и легко устанавливался на стоянке, что делало его удобным для коротких поездок или кемпинга на природе. В комплекте часто шли палатки или навесы, что расширяло жилую площадь на свежем воздухе. Одной из ключевых особенностей Roll A Home была его простота. Несмотря на свои небольшие размеры, трейлер был оборудован для базового кемпинга. Складные стулья, миниатюрные кухонные принадлежности и места для хранения делали его пригодным для длительных поездок. Эта модель трейлера была популярна среди владельцев мотоциклов и небольших автомобилей, таких как ранние модели Subaru. В послевоенные годы такие трейлеры стали символом доступности и свободы передвижения, особенно для молодых семей и активных путешественников. Несмотря на минимализм, Roll A Home стал одним из первых компактных трейлеров, сочетавших удобство, доступность и легкость эксплуатации. Ну и куда без немецкой послевоенной классики. Volkswagen Westfalia Camper, впервые выпущенный в 1951 году, стал настоящей легендой среди домов на колесах. Эта модель была разработана компанией Westfalia по просьбе британского офицера, который попросил превратить Volkswagen Type 2 транспортер в мобильный дом. Результатом стал кемпинг-бокс – компактный автодом с базовыми удобствами для кемпинга, такими как складывающаяся кровать, съемная кухня и места для хранения. Машина была оснащена двигателем объемом 1131 кубический сантиметр, мощностью 24 лошадиные силы. Внутри было достаточно места для 2 человек, а в некоторых версиях была возможность прикрепления палатки, которая позволяла оставлять ее на месте, пока автомобиль используется для поездок. Westfalia Camper стал культовым символом свободы, особенно среди молодежи в 60-х годах. Да и до сих пор за ним охотятся по всему миру, чтобы восстановить, ведь выглядит он актуально и симпатично до сих пор. А вот еще одна легенда в моем топе. Airstream Clipper – это невероятный дом на колесах, который стал частью долгой истории компании Airstream, основанной Уолли Баямом. Эта модель сохранила узнаваемую форму пули, созданную по принципам аэродинамики, заимствованным из авиации. Автодом был сделан из алюминия с заклепками,
что обеспечивало ему долговечность и легкость. Длина Clipper составляла около 5,5 или 6 метров, в зависимости от конкретной модели, и он весил около 1890 килограммов. Интерьер Clipper был тщательно продуман, включая деревянные панели, кухонную зону из нержавеющей стали, место для хранения и спальные зоны. В некоторых моделях даже предусматривалась установка небольшой ванной комнаты. Этот дом на колесах, предназначенный для любителей роскошных путешествий, имел целый ряд доступных опций, таких как система для сжиженного газа, радио и бар. Clipper 1953 года стал последним в своей серии и первым произведенным на заводе в Огайо. Именно этот год положил начало новой эре в производстве Airstream с усовершенствованной рамной конструкцией, что значительно улучшило его эксплуатационные характеристики. А теперь покажу тройку самых необычных и винтажных домов. Cortez – это один из первых американских автодомов с передним приводом, разработанный компанией Clark Forklift из Battle Creek в 1963 году. Этот дом на колесах выделялся своей новаторской конструкцией, включая переднеприводную трансмиссию с 4-ступенчатой механической коробкой передач, которая позволила создать более низкий пол без необходимости в карданном валу, тем самым увеличив внутреннюю высоту. Под капотом располагался 6-цилиндровый двигатель Chrysler объемом 3,7 литра. Cortez имел полностью стальную конструкцию, что делало его прочным, хотя и подверженным коррозии. Этот дом на колесах также был известен своими компактными размерами и маневренностью, что делало его удобным для поездок даже по городским улицам. За время производства с 1963 по 1979 годы было выпущено 3211 единиц Cortez. В 1969 году модель получила обновление с двигателем Ford V8, а позднее с автоматической трансмиссией GM и двигателем от Oldsmobile Toronado. Cortez был настолько востребован, что его использовали в НАСА для транспортировки астронавтов к стартовой площадке во время миссии Аполло. Среди его владельцев были такие известные люди, как актер Винсент Прайс и режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Согласитесь, что выглядит симпатично, я бы и сейчас на таком с удовольствием попутешествовал. А вот настоящая инновация в автодомах – Winnebago F17. Впервые выпущенный в 1966 году, стал революционным автодомом, который заложил основу для будущих успехов Winnebago Industries. Этот дом на колесах длиной около 5 метров был первым массово производимым автодомом, что позволило сделать путешествия доступными для широкого круга семей, которые до этого могли только мечтать о таком удобстве. Модель была построена на шасси Ford с 6-цилиндровым двигателем объемом 4,9 литра, мощностью 170 лошадиных сил, что делало ее надежной и удобной для дальних поездок. Одним из ключевых нововведений Winnebago в модели F17 была запатентованная конструкция Thermopanel. Эта технология обеспечивала отличную изоляцию и долговечность, что было особенно важно для поездок в разных климатических условиях. Внутри F17 был полностью оборудован. Кухня с плитой и холодильником, ванная комната с душем и туалетом, а также места для сна для 6 человек, что делало этот дом на колесах полностью автономным для долгих поездок. F17 также стал первым автодомом с встроенным генератором, что обеспечивало путешественникам большую независимость, позволяя останавливаться в удаленных местах без потери комфорта. Да-да, раньше о таком можно было только мечтать. Успех этой модели сыграл важную роль в становлении Winnebago как ведущего производителя автодомов в США. Ну и самый необычный автодом в этом видео, точнее дом на рельсах. Да, вы могли купить собственный вагон и перемещаться на нем по стране. Brill Bullet Travel Coach – это яркий пример инноваций в транспортной отрасли начала 20 века. Выпущенный компанией J.G. Brill, этот модельный ряд был результатом многолетних разработок в области скоростных транспортных средств. Изначально компания Brill была известна своими трамваями и межгородскими поездами, но в 30-е годы она выпустила знаменитые скоростные вагоны Bullet, которые произвели настоящий фурор в железнодорожной индустрии.
Эти вагоны стали одними из первых, которые прошли тестирование в аэродинамической трубе, что позволило существенно улучшить их скорость и топливную экономичность. Пули Brill отличались обтекаемым корпусом и легкостью конструкции благодаря использованию алюминия. Эти вагоны могли развивать скорость до 145 км в час, что было настоящим прорывом для того времени. Благодаря своей конструкции, вагоны Brill могли работать на междугородних линиях, сокращая время в пути между городами и пригородами. Уникальной особенностью Bullet была их устойчивость к сильным ветрам, что особенно ценилось на открытых участках железных дорог. Но самое удивительное, что при наличии денег вы могли обустроить вагон полностью под себя, сделать полноценное спальное место, санузел и даже небольшую кухню. Все это обслуживалось сотрудниками компании, но стоило просто астрономических денег, как вы можете догадаться. А какой автодом понравился вам больше всего? Пишите в комментариях, с удовольствием прочту. И да, если вы любите технику и интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. И спасибо за просмотр, друзья!